Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, кому вы очень нужны. Давайте посмотрим, а? Может быть, вы даже не знаете, есть либо же тайная поклонница, а может, это бывшая за вами страдает, а может, кто-то, я не знаю, там соседка какая-то. Давайте посмотрим, кому вы очень нужны. Настройтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, как вы сейчас, как вы себя чувствуете. А у вас, знаете, идут судьбоносные перемены в жизни. Вы сейчас больше живете, знаете, у кого-то проигрывается, либо же вы между двух женщин не можете выбрать. Кто-то на два фронта, может быть, так ходит. У кого-то, может, есть две кандидатуры женщины, с которых вы не можете выбрать, с кем вам завязать отношения. И также может проиграться, будьте осторожны, что ухудшение самочувствия, вплоть до того, что может какая-то болезнь быть, что-то подкосить. Сейчас еще период простуд, да, многие заболели, вирусы, гриппы эти все. Поэтому будьте осторожны, можете посетить врача, либо же врач придет к вам на дом. Итак, что еще у вас происходит в жизни? У вас была либо же семья, либо серьезные отношения, но сейчас, знаете, вы при одном упоминании о этой женщине, вы, знаете, как говорят, чур меня, чур, все, не надо, не хочу ее не видеть, не слышать. Настолько она вам, ну как же назвать это, ну не то, что противно стало, а может быть даже и противно кому-то. Настолько вам мерзко даже разговаривать о ней. Настолько это еще боль, давнишняя боль в вас сидит, что вы так отгораживаетесь, что уйди, уйди от меня, уйди, даже в снах ко мне не приходи, да, бывшей своей. Все-таки, знаете, должно быть какое-то искушение у вас. Может, у нас две карты выпало. Может быть, выбор среди двух женщин у вас. Может быть, даже блондинка и брюнетка быть. Ну, скорее всего, вы выберете блондинку. Так. Итак, давайте посмотрим, есть ли у вас какая-то воздыхательница, может быть, вы ее не знаете. Какая-то женщина, которая за вами наблюдает. Это женщина, знаете, с которой у вас начнется жизненный этап новый. Но сейчас вы ее, ну как бы не то чтобы не знаете, вы где-то, может, и пересекались, но вы не обращали на нее внимания. Женщина, которая за вами наблюдает. Кстати, может, вы даже и не пересекались с ней. Может и так проигрываться, потому что она где-то вас видела. Это может быть как и в жизни, так и в соцсетях может быть. То есть четкое ощущение, что она где-то наблюдает за вами. Может быть, когда вы были в соцсетях, либо же, может, действительно какая-то там соседка, когда вы идете на работу с работы. Ну, то есть где-то она за вами наблюдает тихонечко. Она, кстати, она может иметь либо же сильную интуицию, очень сильную, либо обладать магическими способностями. Не бойтесь этого. Это не значит, что она ведьма и будет привораживать. Но у этой женщины есть большие способности. Есть ведь и целительницы, да, есть белые маги. Не обязательно все черные маги, все привораживают, все порчи наводят. Нет. Но эта женщина с безумной интуицией. У нее какая-то проблема произошла в жизни не так давно. У нее какое-то разрушение было, которое безумно ее выбило из колеи. Да, посмотрите, даже у меня выскочила карта. Может быть, даже после этого события, которое у нее произошло, она в больницу попала. Может, у нее умер кто-то. Ну, что-то безумно плохое в ее жизни не так давно произошло. Так.
Да, вот она сейчас вот живет как затворница какая-то. Вот дом, работа, ну да, ну снова вот с магией что-то связано. Вот связано с магией. У нее сейчас очень сложный жизненный этап. Она вот добровольное заточение себя посадила. Дом, работа, мужчин никаких. Вот такое ощущение, что она проходит сейчас, знаете, такой вот период, период, ну не то чтобы несчастье, как же это назвать, ну такая вот депрессивная у нее сейчас какая-то атмосфера в доме. Когда вот, знаете, хочется выпить какое-то снотворное, просто спать, спать. Вот, ну, очень ей плохо. Что-то такое у нее произошло. Но, тем не менее, знаете, вот, несмотря ни на что, вас она заметила. Да, и снова у нас карта болезни, печали выпала. Вот вас она заметила, вы ей понравились. Она вот не прочь бы с вами в отношения вступить. Просто вот у нее сейчас такой период, что она ну как-то ну не может себя пересилить. Ей немножко нужно отойти от того, может быть, несчастья, которое в ее семье произошло. Я не знаю, может у нее родители кто-то умерли или еще что-то. Ну, то есть вас она держит, ну, как бы на потом, да, вот, типа там, вот я отойду немножечко, да, вот пусть стабилизируется мое состояние, и тогда я, может быть, там как-то напишу ему, позвоню, либо же там заговорю где-то, да, вот. Женщина, да, вот посмотрите, и по башне, у нее сейчас очень сложный период, поэтому она вас держит на потом. Да, идет очень такой переворотный в вашей жизни период. Период, когда, смотрите, что получается. Вот она немного отгорюет, так сказать, да, вот за тем, что у нее там произошло. Постепенно у вас начнутся какие-то вот такие легкие дружеские отношения. Не исключено даже, что она сама вас зацепит. И чем больше вы будете с ней общаться, тем больше вот она будет вам нравиться, эта женщина. Вот вы сами станете вот как поклонник ее, да? Она вам, может быть, внешне понравится, потому что она очень ухоженная, эта женщина. Может быть, сейчас она вот пока ей плохо, больно, то она, может, немножко запустила себя, да, там дома с хвостиком типа ходит. А так она, в принципе, по жизни, она хорошая, ухоженная женщина, она зарабатывает деньги. Она, вот знаете, вот в чем-то даже наивная, вот как слепой котенок. Вот она очень наивная, доверчивая, потому она не раз влипала и в мужчин таких, которые ее обманывали. У нее тоже довольно такая непростая судьба была. Но вы ей очень понравились. Да, посмотрите, у вас с этой женщиной, возможно, даже ребенок. У нас даже 2 карты выпало. Может быть, даже ребенок с этой женщиной. Вот когда она отойдет от этого всего, что у нее сейчас в жизни происходит, у вас, скорее всего, ну это как минимум, либо серьезные отношения длительные завяжутся, либо же, как я говорю, семья с ребенком. Причем женщина, может быть, даже сама, как я вам и говорила, проявит к вам инициативу. Поэтому обращайте внимание, может быть, кто-то с вами начнет знакомиться, да, какой-то там смайлик, смс-ку, может быть, пришлет. Да, сейчас вы с этой женщиной вот на расстоянии. Вы ее не знаете. Это незнакомая женщина. Где-то вот она вас увидела. Может быть, это там, я не знаю, с соседнего подъезда, где-то из магазина или еще где-то. Что она на вас обратила внимание, вы же на нее пока нет. Но потом, вот когда у вас это все закрутится, завертится, вот вы будете готовы ради нее горы свернуть, потому что вот она настоящая. Вот она настоящая. Она вот очень душевная женщина. Но в то же время она такая вот со стержнем. Она знает, чего она хочет по жизни. Она очень целеустремленная. Она работящая, она много чего знает, умеет. Очень интересный собеседник. Ну, то есть, вот знаете,
Есть женщины, ради которых хочется горы сворачивать. Вот она приблизительно такая. Ну просто сейчас ей плохо, да, вот она не может с вами никак связаться, объявиться, да, вот. Ну бывают такие ситуации, когда, допустим, или родственники умирают, там, или еще какое-то несчастье в семье, что ей просто не до любви, как говорят, да. Так что немножечко подождите, пусть у нее это горе и печаль уляжется. И я думаю, эта женщина сама проявится к вам. А как уже проявится, это уже один Бог знает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!